Друзья, всем привет, серферы, бездельники, девианты, начинаем наши эфиры. У нас сегодня аж 3 будет. Начну с конца. Арестович, Чедолума, Куса. Будет у нас большой такой эфир по новому мировому порядку, там, потому что Трамп вытворяет. В 19 Бежанова будет Оля, тоже как бы демократическая зачистка Трампа, но она внутри США, так что будет нам рассказывать, как оно изнутри США. Ну и начинаем мы с Натали Безмен сегодня. С легкой руки Попенко, нашего народного диджея. Там один у нас был кусок в последней беседе, где Попенко неожиданно для всех зашел на тонкий лед темы, почему украинские мужчины живут меньше, чем женщины. Ну и там такой был 10 минут спич, который хорошо пошел. Нарезочку вот найдете там на моем канале. Стоит, где, ну, он, в общем-то, как бы пошел в эту степь. И мы там с ним попытались порассуждать. Ну и я подумал, что тут, точнее говоря, не я подумал, а Наталья оперативно отреагировала, написала пост. Я посмотрел пост, думаю, так это же оно. Вот надо об этом действительно поговорить, потому что, ну, 47 лет мне, честно говоря, Попенко сказал, так что я, я подумал, что уже получается 10 лет и уже цигель-цигель туда, на как бы в мир иной. Собственно, это действительно серьезная проблема. И Попенко действительно подлял ее вот в присущем ему пролетарско-маратовском стиле, как бы со всей беспощадностью. Вот. Но это действительно так. Украинские мужчины живут намного меньше, существенно меньше, скажем так. Где-то там до 57 лет, там 57-60 лет уже как бы приходит время на покой. Поэтому у него в его словах есть логика, что действительно мы до пенсии, многие из нас не доживают. Вот. А женщины живут существенно дольше, там, до 73, до 75 в среднем, а многие еще и дальше проживают. И получается, что, ну как это, вот вроде одна страна, одна боль, одна, так сказать, одни страдания общие и радости, а такой гигантский разрыв. Причем в других странах, ну нормальных странах я имею в виду, там такого разрыва нет. Там есть на несколько лет, но не такой большой, 15 лет, там 15-20 лет, но это большой разрыв. Ну, во-первых, надо сказать, что не все так плохо на тему 57-58 лет и все. Сложно сказать, где Олег Попенко взял эти цифры в 57-58 лет, и мне попадались цифры и 66, и 64, то есть разная статистика по-разному считает. Но тема поднята, и тема поднята, ну, я не знаю, это, наверное, самый интегральный показатель, самый лучший показатель, чтобы поговорить примерно обо всем, что в стране происходит. Потому что если вы хотите понять, что вообще о перспективах страны, о перспективах демографии, а почему люди остаются, уезжают, какая-то страна кажется привлекательной или не очень привлекательной, то именно продолжительность жизни лучший показатель для того, чтобы что-то понять про эту страну примерно. И это будет обо всем сразу. То есть это будет и про экологию, и про состояние дорог, и про состояние здравоохранения, естественно, и про питание, и про культурные особенности, про медицину, про все. Не все так плохо на тему, что 57 лет или 58 или даже 64 и все, конец. Почему? Потому что вот этот показатель, средняя продолжительность жизни, это про средняя по больнице. То есть туда входит и младенческая смертность, и детская смертность, и смертность от ДТП и всяких травм, катастроф и прочего. И во всех странах женщины живут больше. То есть в целом вот этот вот разрыв, он всегда есть, он всегда присутствует. Объясняют это тем, что вот так это интегральный показатель, в который входят, как я сказала, травмы, ДТП и так далее. То потом мужчины просто чаще гибнут во время травматичных видов спорта, в ДТП, от травм, полученных еще в детстве и подростковом возрасте, и это тоже давит на вот эту статистику. Вопрос в том, почему же у нас в Украине этот разрыв не 5-6 лет, как в других странах, а целых 13 или 17, по разным данным, снова таки разные цифры, вот это хороший вопрос. И тут очень мне понравилось, как это не только Олег Попенко, это еще и мужчины пришли в комментарии, и многие пишут, это просто совершенно умилительно, а может женщины виноваты? Такое впечатление, что это вот какая-то игра с нулевой суммой, и женщины крадут годы жизни у мужчин для того, чтобы прибавить себе и пожить дольше. Это напоминает старый анекдот про анестезиолога, когда его спрашивают, а правда, что время, которое пациент проводит в наркозе, прибавляется к годам жизни анестезиолога? Анестезиолог такой, что?
170 лет живу, такую чушь первый раз читаю. Ну вот, ну честное слово, ребята, ну камон. И вопрос здесь можно задать и немножко по-другому. Может, женщины живут больше, потому что они лучше стараются, ко всему прочему. Но это все хорошо. А что значит стараются? Да, мы же это сейчас расшифруем. Все это хорошо и прекрасно, мы пошутили и хватит, как говорится, а теперь все более-менее серьезно. Кроме того, что если говорить вот не о медицинских причинах, да, то посмотреть, что у нас практически каждый год совершенно какая-то кошмарная статистика количества людей, которые гибнут от утоплений. Совершенно кошмарная статистика количества людей, которые гибнут в ДТП. Сейчас у нас война, и мужчин тоже гибнет, как бы, разумеется, больше. Поэтому вот эта статистика, которая существенно больше, о которой говорит Олег Попенко о том, что она плохая и ужасная, она будет еще хуже, когда пересчитают циферки через несколько лет после войны. Потому что окажется, что там разрыв будет, вот там уже будет и 20 лет, как у нас на заставке, а может быть и больше. Это если говорить о социальных вещах. Если говорить о медицинских вещах, почему же на самом деле мужчины живут меньше? Потому что тестостерон, потому что есть гормональные особенности, потому что есть особенности медицинские. Если посмотреть на структуру смертности от заболеваний неинфекционных, потому что с инфекциями мы более-менее все-таки не африканская, не латиноамериканская, какая-то азиатская страна, относительно разобрались. Детская смертность у нас невысокая, смертность от инфекций тоже тьфу-тьфу-тьфу. Все-таки вот продолжительность на время продолжительности жизни и вот, скажем так, доживание до более-менее таких хороших преклонных лет, и в том числе выживание на пенсии, влияет больше хронические неинфекционные заболевания. И там первые места в структуре смертности занимают сердечно-сосудистые болезни. Дальше у нас шли внезапно для многих заболевания органов дыхания, это ХОЗЛ, хронические обструктивные болезни легких. Вообще неочевидная причина совершенно. Даже я в свое время была удивлена, когда увидела на втором строчки рейтинга, а потом оно, правда, опустилось на третью, но тем не менее, это тоже много. Дальше, раньше была онкология, сейчас на второе место, насколько я помню, вышло ожирение и диабет, на третье ХОЗЛы, на четвертое место опустилась онкология. Хронические обструктивные заболевания легких. Это пылевые бронхиты и бронхиты курильщиков. Они хорошо так снижают количество лет жизни и проявляются сильно потом. То есть вот ближе к пожилому возрасту. Это люди, которые умирают от дыхательной недостаточности. И очень часто этих людей мы даже особо не видим, потому что не диагностируются, не лечатся. ХОЗЛы у нас в стране лечатся и диагностируются отвратительно. Бронхиальная астма туда же. Опять же, если говорить о немедицинских проблемах, то а что у нас с качеством воздуха, а что у нас с постоянными вот этими рейтингами последние годы, что Киев у нас самый загрязненный и загазованный город Европы, а со всеми этими рекомендациями, а вы сегодня на улицу не ходите, окна не открывайте, и мы все это видим с, опять же, торфяниками, которые у нас горят вокруг Киева постоянно, вот это все потом приведет к ХОЗЛу даже у тех, кто не курит. Плюс проблема пассивного курения, вот это все об этом, то есть это не так медицинская, как тоже социальная, экологическая, государственная проблема регуляции. Если говорить об онкологии, то здесь у нас, к сожалению, последние годы статистика не собирается. Министерство после реформирования перестало. Я подозреваю, что оно его не собирает, но публиковать оно точно перестало статистику, и что у нас со смертностью, и что у нас вот этой структурой смертности, ее просто нет, поэтому это так, примерно о том, что было еще до того, как вот перестали публиковать статистику, ориентируясь на мировую статистику. Так во всем мире, то есть вот эти вот тройка, четверка заболеваний, на первом месте это во всем мире, но где-то с этим что-то делают и пытаются ее снизить, а где-то оно все на самотек отпущено, и плюс есть еще факторы внешней среды,
среды, питания, культурные и так далее, которые на это все давят. Онкология – это прежде всего рак легких. Если мужчины, женщины, то там тоже есть разница. Рак молочной железы, гинекологические раки, рак простаты у мужчин и колоректальные раки. Вот тут мы тоже можем посмотреть на вот эти гендерные особенности и разницу. Если женщины еще, ну скажем так, остаточно у нас осталась традиция все-таки загонять женщин на гинекологу каждый год, на маммографию каждый год, и более-менее эти раки научились. Раньше выявили, раньше пролечили, избежали. Плюс все-таки женщин прививают от рака шейки матки, тоже эта вся смертность стала меньше. То есть женщины стали больше жить. То, о чем я говорю, может, женщины больше стараются, их подтянули к более длинной продолжительности жизни. А кто подтянул? Вот смотри, кто-то же задался вопросом, как подтянуть женщин, а мужчин не задались. Вот именно, то есть это система здравоохранения, получается, работает на женщин? Которая работает на женщин больше, и так было, в принципе, и раньше, и при Союзе, потому что тогда система Семашко у них стояла, в одной из задач главных в системе Семашко стояла охрана материнства и детства. И поэтому была выделена отдельная структура гинекологической службы, отдельно женщинами занималась целая структура. То есть каждому району, скажем, району местности был прикреплен педиатр, который занимался детьми, терапевт, который занимался участковый всем населением взрослым, и гинеколог, который занимался только женщинами. А мужчинам вроде как не сильно надо, но мужчин все-таки тоже после 40 лет, хотя бы к урологу, к хирургу, осмотр хирурга после 40 лет ежегодно, как-то старались загонять. Это плохо получалось, потому что мужчины обычно саботировали это все, но тем не менее. Сейчас у нас тоже мужчины точно так же доходят к доктору только тогда, когда у них уже что-то, начались какие-то жалобы и проблемы. Если говорить о колоректальных раках, то после 40 лет колоноскопию или там после 50, скажем, хорошо, после 50 лет колоноскопию делает тоже далеко не каждый. И чаще это делают женщины. Потому что женщины, ну, они как-то ориентированы, что у них есть дети, которых надо поднимать, у них есть родители, за которыми надо присматривать, ответственности как-то немножко больше сохранять. А мужчина дойдет до врача, если его жена приведет. Это, кстати, ответ на вопрос, вы там поднимали в эфире с Олегом Попенко, почему женатые мужчины живут дольше, чем не женатые. Да потому что жена обычно выступает таким менеджером по здоровью. И тоже анекдот, который, кстати, поляки рассказали, то есть у них то же самое в структуре происходит. Что меняется в жизни мужчины, когда он женится? Раньше с ним его в поликлинику к врачу водила мама, а теперь это делает жена. А если жены нет, соответственно, то значит никто его в поликлинику не повел. И это действительно, потому что жена смотрит на него как на ресурс. Конечно, в том числе поэтому. Должен бегать, должен что-то нести. Ну такие, он на нее смотрит как на ресурс. Это нормально в семье, когда каждый, в принципе, взаимодополняет и помогает друг другу. Жена делает одно, менеджерит одни проблемы и ситуации, мужчина менеджерит другие ситуации. Она занимается его здоровьем, он занимается, например, там, машиной или еще чем-нибудь. То есть хотите жить дольше, заводите жену? Ну, да, в какой-то степени да. Кошку тоже, кстати, можно завести, или собаку, потому что по статистике люди, у которых есть домашний питомец, тоже живут дольше. Почему? Потому что, ну, какие-то эндорфины, меньше кортизола и тоже ответственность за свою жизнь, потому что за питомцем кто-то должен присматривать, у этих людей присутствует. То есть в целом одинокий человек живет меньше, чем человек, который не одинок. Здесь не обязательно именно жена и брак, но жена, как правило, в нашей культуре занимается здоровьем мужа, и в моей практике постоянно женщины приводят мужчин чуть ли не за ручку и записывают, что принимать, какие таблеточки принимать, дают потом эти таблеточки, я так понимаю, дома, а сам мужчина, получается, бы это все и не делал. 100%. И это как-то так, ну, не очень серьезно, естественно, выглядит. Но сразу скажу, что ситуация меняется, потому что молодежь вот совершенно другая уже. Вот молодые люди, молодые ребята, которые доходят до врача, естественно, я понимаю, что не все доходят, это, скажем, 30 с небольшим и до 30, особенно удивляет ребята, которые приходят там 19, 20, 21 год, очень осознанные, очень заинтересованные в своем здоровье, вникающие, спрашивающие. И это смотришь на молодое поколение, думаешь, что нет, но все-таки в этой стране что-то меняется и будет все более-менее. Плюс еще такой момент, женщины, как правило, больше озабочены своей внешностью. Ну, так повелось.
Мужчина, особенно женатый мужчина, в основном на себя забивает, он уже все у него в жизни сложилось, все у него хорошо, и он не следит за своим весом, за своей внешностью, к сожалению, часто, или внешность этой серии, одежда, там еще какие-то косметические процедуры, то есть поговорить о том, как бороться с облысением он может, а как бороться с лишним весом, в смысле, а зачем? Потому что, опять же, я там кидала картиночки, можно их вывести, если получится качество, если нет, то я просто так немножко расскажу о статистике. Можешь вывести? Да, вот в Украине, например, это данные 2019 года, вряд ли сейчас что-то изменилось, внезапно 26% населения живет с ожирением. При этом только 40% из них понимает вообще, что это ожирение, лишний вес и осознает проблему. И процентов 20 где-то лечится, это не только препараты, но и попытки модифицировать образ жизни и что-то с этим делать. И у нас детское ожирение каждый год на 4% прирастает. Если пойти даже, например, летом на пляж и посмотреть на семьи с детьми, посмотреть, сколько у нас детей с начальными признаками ожирения, это что-то страшное. Честно скажу, мрачная совершенно история. Потом есть еще такой интересный показатель, DALYS, DALYS, это количество лет жизни, на которые потеряны вследствие заболеваний. Так вот, если посмотреть на структуру причин, связанных с лишним весом и ожирением, которые дают вот эти дополнительные потерянные годы жизни в Украине, то Украина среди европейских стран находится на втором месте по количеству вот этих потерянных лет жизни. После кого? После Болгарии. Да? Больше всего лет жизни теряет Болгария. Вот что у нас Болгария 7,9, Северная Македония 5,9, после Украины идет, а Украина на втором месте среди европейских стран, внезапно. Мы как-то не привыкли смотреть на себя как на нацию с высоким процентом и в первых местах в топе 3 европейских по ожирению. Мы привыкли говорить, а вот Америка. А вот в Америке хуже. В Америке это в Америке. В Америке немножко там про свои проблемы с пищевой промышленностью и с тем, что они практически во все продукты засовывают кукурузный крахмал и кукурузный сироп. То есть там просто без добавленного сахара невозможно найти еду. А в Украине Украина это Украина. Тут это рассуждать, а вот в Америке все хуже, ну и что? Мы же не про Америку говорим, мы же говорим про наши структуры и что мы будем дальше с этим делать. Почему это важно? Почему важно лишний вес и ожирение? Потому что сердечно-сосудистые заболевания, напомню, первое место в структуре смертности от всех причин, они хуже ухудшаются и потенцируются, и диабет добавляет сюда своего дровишек в костер сердечно-сосудистых заболеваний. Вот чем больше вес, тем у нас хуже протекают сердечно-сосудистые заболевания, тем, как мы видим, из-за этого снижается количество лет жизни. Почему и здесь у нас есть разница мужчин и женщин, вот эта вот гендерная разница? Потому что, во-первых, мужское ожирение хуже. Ожирение по мужскому типу, есть такое понятие, это когда жир у нас откладывается неравномерно по телу, это чаще бывает у женщин, а жир откладывается больше в животе, висцеральный, вокруг внутренних органов. Вот именно там, в этом жиру, начинают происходить метаболические всякие нехорошие вещи, которые приводят потом к атеросклерозу, к закупорке сосудов и ко всем плохим вещам. У женщин тоже бывает вот этот висцеральный тип ожирения, но реже, а у мужчин практически у каждого. То есть там по женскому типу редкость, а почти все мужчины даже с небольшой, и даже если есть не ожирение, а небольшая всего там чрезмерная масса тела, обычно это в животе, то есть висцеральный жир. И плохие новости, висцеральный жир растопить, скажем так, лишиться его тяжелее всего, то есть там нужно и достаточно долго, достаточно строгие ограничения, и физическая активность и прочее, прочее. А эти каких сейчас вот этот появился, как его?
препарат? Оземпик. Оземпик. А у меня сегодня... Что все просто Оземпик. Это просто сейчас бахну Оземпик и все. Эпидемия, да. Ну, у меня сегодня на моей странице я написала большой пост про Оземпик. Пожалуйста, кто хочет, может зайти посмотреть. Там просто все очень подробно расписано. С Оземпиком есть 3 проблемы. Первая проблема, его вообще-то в Украине нет. То есть это препарат, не зарегистрированный в Украине, который невозможно в Украине купить легально, официально. Соответственно, ни один врач вам не может его порекомендовать, а те препараты, которые есть в Украине, заменители, скажем так, они значительно слабее. Так как его нет в Украине и он везется к нам контрафактным путем непонятно каким, то, соответственно, может быть множество подделок. Вот уже звонят. И, соответственно... Я кидаю ссылку на страницу Наташи, Натальи. Так вот, да ничего страшного, страница Натальи в чате и в описании. Во всем мире его подделывают. Где гарантия, что нам тоже не везут подделки? Если бы они подделывали каким-нибудь физрастворчиком или глюкозой, было бы не проблема, но они подделывают инсулином, к сожалению. И тут могут быть довольно тяжелые осложнения, особенно при домашнем использовании. Это первая проблема. Вторая проблема – это препарат, который придуман относительно недавно. То есть мы не знаем на самом деле, что будет с этими людьми, которые через 10 лет, что будет с людьми, которые принимали Оземпик. Этих людей просто еще нет. Будем надеяться, что с ними все будет хорошо. Плюс вот-вот выведут на рынок еще несколько препаратов похожих, но по слухам, которые будут работать еще лучше и при этом будут более безопасными. То есть подождем и надеемся, что и цена снизится, потому что это все очень дорого. Ну и дальше основное, самое главное. Оземпик же не разгоняет обмен веществ, как многие думают. То есть это не препарат, при котором у вас останется прежний образ жизни, а вы теперь будете просто там, это не таблетки, а уколы, колоть каждый день укол. Внимание, минимум 3 года, а лучше пожизненно каждый день укол. Таблеток пока нету, но вроде как они будут. То есть о том, что это минимум 3 года, а лучше пожизненно, тоже как-то народ не сильно думает. Посмотрите на цену вопроса, посчитайте, кому это подходит и кто это может потянуть. А там дорого, там 6,5 тысяч где-то на недельку лечения выходит. То есть это весьма и не дешево. В других странах страховые покрывают при тяжелом ожирении. У нас нету такого. Это все за свои деньги, еще и контрафакт. Да, так вот, что делает Оземпик? Он убирает вот это чувство голода и желание поесть и удовольствие от еды. То есть человек просто меньше ест. Все. Ничего он больше не делает. Естественно, при диабете там есть еще дополнительные эффекты, которые тоже еще не изучены до конца и непонятны, поэтому история с ним тоже такая себе. Но хотя бы подумать, если уже тяжелое ожирение и ничего не работает, подумать в сторону Оземпика, это лучше, чем ничего, потому что если человек просто живет и ничего не делает со своей массой тела, не обращается, никак не пытается, просто даже не понимает, что у него есть лишний вес, и этот лишний вес приведет к росту сердечно-сосудистых заболеваний, а в том числе и онкологических проблем, и там целая цепочка всяких осложнений, то вот будет вот такая разница между нами и Европой. Да, так, это я рассказала. Что касается, интереснее поэтому, на мой взгляд, вот про разницу с Европой. Интереснее посмотреть на эту проблему не на как разницу между мужчинами и женщинами, а на разницу по продолжительности жизни между нами и другими странами. Почему у нас меньше люди живут, почему там живут дольше, почему и где есть перекосы, почему действительно мужчинами занимается меньше система здравоохранения, и она больше ориентирована на женщин, и что у нас в культурных традициях происходит с тем, что мужчины остаются как-то действительно на обочине, и, извините, но лишний вес мужчины приобретают в семьях. То есть культура питания, не только менеджмент, как кормить мужа таблетками, но и менеджмент, чем вообще кормят мужа в семье, вот. Это тоже все зависит от женщин. Так смотрите, так это получается взаимосвязь, как бычка откормили, повели. Да,
Да, поэтому, ну, наверное, мужчинам нужно бы как бы уже бы посмотреть на происходящее, задаться вопросом, что вообще происходит, а хочу ли я дожить до 60 лет и все, а правильно ли на самом деле моя жена занимается менеджментом моего здоровья, и почему вообще она должна этим заниматься? Может, наконец-то достаточно занимать вот такую какую-то странную инфантильную позицию и тоже немножко подумать о своем здоровье тоже. Да, еще вообще отдельная тема и проблема это то, что мужчины еще и сопротивляются в основном. Причем героически и очень так убежденно сопротивляются попыткам их полечить, заниматься, если уже есть какие-то проблемы хронического толка со здоровьем, то они, к сожалению, не решаются сейчас вот так вот какими-то капельницами развод, что у нас народ сильно любит. Нету волшебных таблеток, нету машины времени, чтобы откатить куда-то давно-давно, когда там случилось какое-то событие, которое стало триггером, например, артериальной гипертензии. Мы, к сожалению, не можем геном подправить, потому что артериальная гипертензия и диабет второго типа это еще и заболевания, которые имеют наследственную предрасположенность. Ну вот это мы все не умеем. Мы умеем, к сожалению, к великому сожалению, но хорошо, что мы это уже умеем, предложить человеку какие-то препараты, какие-то таблетки, которые он может принимать ежедневно и да, пожизненно, но они при этом более-менее будут сохранять его здоровье от осложнений и продлевать, соответственно, его жизнь. И в Европе, вот у нас люди сейчас тоже очень много это пишут в комментариях, а мы посмотрели все эти прелести европейской медицины, к врачу не попадешь, диагноз не получишь, диагностику не получишь, месяцы ожиданий, и эти месяцы еще нужно дожить. Да, это все так, и это тоже проблема, и, кстати, у нас тоже скоро к этому все возможно придет, потому что реформа здравоохранения движется в сторону сокращения, и европейская модель, скажем так, выбрана как ориентир, то есть нас тоже к этому ведут, к тому, что к узкому специалисту вы просто так не попадете, не запишетесь. Но после того, как человек в Европе все-таки к врачу попал, и все-таки получил диагностику, и диагноз ему был поставлен, начинается совсем другая история. И эта история более благоприятна, чем у нас часто бывает. Намного. Намного. Потому что, во-первых, при обнаружении каких-то действительно тяжелых запущенных историй, там людей реально спасают. То есть да, при легком случае никто сильно по головке гладить не будет, и всем парацетамол и идите, и само пройдет. Да, по специалисту при впервые выявленных каких-то проблемах нужно месяцами ждать, но если человек уже с осложнениями упал на улице и начал умирать, или какая-то онкология, с большей долей вероятности, что его спасут и вытащат. У нас меньше таких людей вытаскивают, а это все тоже старшая возрастная группа на порядке. Кроме этого, в Европе работает система реимбурсации. Это что? Реимбурсация – это компенсация государства за препараты постоянного приема и дорогостоящие лекарства. То есть, если человек, и это даже не обязательно по страховым пациентам, но если есть человек, состоит на учете у семейного врача, семейный врач или специалист выставил ему диагноз, и пациенту положено какие-то препараты принимать пожизненно и постоянно, да, он достаточно легко каждый месяц или там раз в 3 месяца обновляет рецепт, идет с этим рецептом в аптеку, и в аптеке ему этот препарат продают намного дешевле, чем он стоит без рецепта. Иногда там бывает совершенно, в некоторых странах это какой-то процент он платит, в каких-то странах фиксированное, там типа 2 евро заплатил и все, в разных странах по-разному, но эта система работает, то есть пациент заинтересован быть на учете у доктора, получать этот рецепт, потому что этот рецепт ему гарантирует хорошие скидки. И ко всему прочему, если он страховой и он не занимается этим, не ходит, не получает препараты, то ему потом и страховка будет стоить намного дороже. То есть там еще система стимулов работает. У нас система реимбурсации только начинает более-менее как-то пытаться вводиться. Она далеко не на все препараты. Препараты, которые в системе, они часто не лучшие. Это какие-то генерики, либо уже устаревшие препараты, но что-то все-таки есть. И есть некоторые аптеки, которые занимаются
занимаются продажей, это сложности есть у людей, но тем не менее начинают хотя бы. Но по сравнению с Европой все это работает намного меньше. Только единицы людей и единицы диагнозов имеют возможность получить препараты по реимбурсации, в основном отечественного производства, но тем не менее хоть что-то. За рубежом эта система работает намного лучше. То есть хроники не оставлены вот так вот просто на самотек, когда, извините меня, сердечник после 60-70 лет, у которого есть гипертония, атеросклероз, ну и к этому еще диабет, например. То есть обычная вот тройка заболеваний. Он будет получать минимум 7, а иногда 10 препаратов. Все эти препараты он должен купить за свои деньги. В идеале это должны быть качественные импортные препараты. Деньги у людей просто нету сейчас. Это пенсионеры чаще всего. То есть у нас огромное количество людей не просто там только не хочет лечиться. Это отдельная проблема, что мужчины не хотят лечиться. Это чаще всего мужчины, которые говорят, а я не хочу зависеть от таблеток, не буду и все. Это одна проблема. Но многие и не могут себе этого позволить. Я молчу про села, в которых часто нету ни аптеки, ни врача, ни амбулатории, ничего. Сельское население у нас в принципе не имеет доступа к нормальной медицине и система здравоохранения, она так, село, какое село? Ну, сельское население живет еще меньше. Давайте поговорим о том, почему у нас сельское население живет меньше, чем городское население. Да, Наверняка это так. Тема. Наверняка это так, но вот эту статистику в принципе наверняка никто не собирает, даже не пытается, но наверняка это так. Господи, я пишу уже в этот, вставлю этот, и пишу сразу отличная тема, как бы на автомате, ты просто залила, у меня уже все, уже пошла реакция, анонс ставлю параллельно. Но это действительно отличная тема, я думаю, что мы в нее зайдем. Есть, да, есть организации, есть люди, которые занимаются даже в Киевской области, я знаю, благотворительный какой-то фонд, который выезжает по селам, привозит врачей в села, ну, там все очень-очень... Так это в Киевской области, ну, да. Вокруг Киева, где еще можно хоть кого-то привезти, и что-то есть, хоть какая-то поликлиника. А во многих селах нету вообще ничего, даже аптеки нету. 50 километров по разбитой дороге, пока доедет скорая, так она не доедет часто. Так и не доедет. Нам, когда реформу вот эту всю начинали, с централизацией, с закрытием сельских больниц, они что обещали? Что будут отличные дороги, будут скорые, будет чуть ли не авиация, и вертолетами будут доставлять. Ну так этого ж ничего нету. Да, возвращаясь к теме питания, ожирения, пищевых привычек и прочее. Я бы не хотела, тоже такой вот нюанс, акцент, скажем так, расставить, потому что у нас была или есть министр социальной политики, кажется, которая говорила как-то, что украинцы слишком много едят. Была у нас такая дама. Вот не хотелось бы, чтобы вот это сейчас мой спич тоже точно так же прозвучал. Украинцы слишком много едят нездоровой еды и не имеют возможности питаться полноценно нормальной, здоровой пищей и получать адекватное количество белков, жиров и здоровых углеводов. Опять же, потому что масса людей живет на грани биологического выживания, о чем говорил Олег Попенко. И это не только пенсионер. Вот эта культура питания, которая у нас сложилась с большим количеством хлеба, каш, картофеля, с обязательными зажарками на растительном масле. Сало. Сало это еще не худшее, потому что сало это как раз полноценный животный жир. То есть, слава богу, с утра рубану чуть-чуть. Чуть-чуть. Все в порядке. Все в порядке. Это хорошо и полезно. Лучше чуть-чуть сала, чем вот такая тарелка каши или овсянки, как у нас почему-то очень многие думают. И это лучше, чем вот этот вот на зажарке, на растительном масле борщ, в котором вот так вот ложка стоит, которым все у нас это же национальный просто продукт и достояние, и то, чем мы гордимся, но камон, растительное подсолнечное масло одно из самых худших масел для жарки и для здоровья сосудов. А оливковое?
Оливковым немножко сложнее. Оливковое лучше, но только если это не... То есть там есть разница между оливковым вот этим extra virgin Мгм. и оливковым рафинированным для жарки. Оно лучше, но оно должно быть рафинированным, если для жарки. Мгм. Для жарки только рафинированные масла подходят. И даже сливочное масло или смалец лучше для жарки, для сосудов, чем любые растительные масла. Мгм. То есть тема масел это вообще совершенно отдельная тема. И тут у нас просто... Ну, хорошо, посмотрите, например, на французов, которые французская кухня подразумевает немалое количество сливочного масла, просто килограммами они его потребляют и сыры, и животных жиров. Вот так, при этом меньше всего смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Европе. Ну, наверное, и с весом тела там более-менее все нормально, то есть не в жирах дело. Сейчас так считается. Сейчас это общепринятая научная парадигма, что дело не столько в жирах, сколько в углеводах. А углеводов мы как раз привыкли потреблять очень много. Картошечка. Картошечка это вообще... Да, хлеб, картошка, крупы, каши. Картошка это не овощ. У нас страшно мало овощей, люди приходят, люди на прием, начинаешь расспрашивать, а как и что вы питаетесь, я эндокринолог, поэтому я расспрашиваю постоянно людей об этом, с овощами все очень плохо. То есть в лучшем случае немножко фруктов, овощи, картошка. А если уже овощи, то жареные на растительном масле. Сырых овощей никто практически не ест. Ну как же, ну вот же картошка же это овощ. Нет, картошка это вот туда, к кашам, хлебу и углеводам. Хотя она вроде как и овощ, но она крахмалистый овощ, понимаете, она не клетчатка. И у нас очень малое потребление белка на душу населения. Вот тоже про нюанс, про продолжительность жизни. Считается, что японцы, да, у нас все ж японцы долго живут, одна из самых долгоживущих наций. И вот они же там, наверное, возле моря, морепродукты едят, водоросли всякие, наверное, поэтому долго живут. Недавно попалась интересная статистика на глаза, что японцы начали жить долго относительно недавно. То есть это в каких-то там 60-х, 70-х годах 20 века только произошло. Они начали жить дольше, и все дольше и дольше с каждым десятилетием у них вот эта продолжительность жизни росла, когда они перестали голодать. Причем голодать имеется в виду именно белковое голодание, что с потреблением количества белка, мяса на душу населения у них начала расти продолжительность жизни. Потому что пока они жили на одном рисе, все было и в водорослях, все было очень печально. Когда страна немножко вышла из кризиса и люди стали позволять себе есть больше белка, вот тогда и продолжительность жизни начала расти. Почему? Потому что белок, кроме того, что нормальное, адекватное потребление белка – это нормальный вес, практически гарантированно, так ко всему прочему, нормальное количество белка – это нормальная работа иммунитета. Я нашел, извини, что перебью, я оперативно нашел данные по продолжительности жизни в Японии за последние 200 лет. Но я думаю, что 200 лет достаточно, потому что до этого они плюс-минус находились там в похожем состоянии. Так вот, 1820-е годы около 35-40 лет, 1900-е 44 года, 50-й год 61 год и 2020-е 84,7. Ну, ты абсолютно права. Вопрос не в рыбе и не в... не в водорослях, да, и не в водорослях, и не в да, жизни да, возле моря. Да, на чистом воздухе, как бы в этих бамбуковых хижинах, или как там эти домики, как бы с циновками, все красиво, экологически чисто. Да. Кстати, это еще делает это, что экология же абсолютно чистая была, никаких заводов, ничего. Тем не менее, питание рулит, и питание это очень важно. И вот эта вся история таких культурных традиций, таких привычек, которые не только жены мужей так кормят, но это и мамы кормят так детей. И мужчина женится, приходит в семью, он уже ожидает, что вот так же его вот таким борщом, где ложка стоит, будут продолжать кормить и прочее, прочее. Это же все берется не откуда-нибудь. Это привычки бедности, привычки вот этой сельского голода и вот этих всех вещей, когда мы вынуждены были при Союзе, было трудно
мясо купить. Ну, мы же это все помним, эти пустые прилавки. И, Помним эти электрички, на которых мы ездили Да. в областной центр за сосисками там, или докторской. Поэтому наши мамы нас вырастили, выкручиваясь, по сути, изо всех сил, как из топора сделать первое, второе, третье. Потом мы продолжаем точно так же, многие и сейчас семьи выживают. Это может быть, ну, открытие для кого-то, но большинство Украины живет именно так, еле-еле выживая, все пенсионеры так. То есть люди вынуждены, вот эти все привычки и культурные традиции вот так питаться, они не берутся ниоткуда. Это кроме того, что мы нация людей, которые, да, пережила голодомор, то есть выжили люди, которые способны накапливать жир и способны выдерживать голод, и при этом генетические вот такие эпигенетические влияния, они тоже очень важны, и это все имеет значение. Точно так же, как, например, очень сильно голодала Корея, Южная, и тоже мне попадались данные, что там очень много людей с ожирением, просто потому что вот очень много десятилетиями люди голодали, и это заложило определенные и генетические изменения, эпигенетические изменения, и привычки, и культуры питания. Она-то за комедиан пишет, сырые овощи это конец желчному и поджелудочной. Правда? Почему вы так думаете? Нет, естественно. Это если у человека есть проблемы с желчным и с поджелудочной, и если он собирается питаться только сырыми овощами, как, например, Стив Джобс питался одной сырой морковью, но да, в итоге получил проблемы. То есть питание должно быть балансированным. Рак поджелудочного у него из-за этого был, да? Ну, в том числе? Ну, в том числе. То есть там было интересные у него особенности диеты. Он там тазиками ел одну сырую морковь, где-то я видела эти данные. То есть не все там так просто. Но в целом здоровый человек, у которого все хорошо с желчным, с ЖКТ, он способен есть сырые овощи. Просто это не означает, что он должен есть только их. А если вы его вырезал желчный, а в ЖКТ еще есть? Ну, в чем проблема с сырыми овощами? Желчный это вообще не про овощи, желчный это про жир. Вот с переносимостью жира могут быть, да, проблемы, но никто же вас не заставляет есть килограмм сала каждый день. То есть сало можно, но немножко. Жиры животные можно, просто не в огромных количествах. Все хорошо в меру, и все, естественно, должно быть индивидуально. Вопрос спрашивает, вот женщинам после 40 необходимо уменьшать мясо в рационе? Что насчет мужчин? С мясом странная история. Во-первых, вот это вот нету данных, почему есть данные, что большое количество мяса в рационе вредно, при этом не любое красное мясо. То есть вот это вот большое количество белка в рационе, это же не только мясо, это рыба, это птица, это яйца, это сырые и молочные продукты. Это раз. Если у человека нет подагры, нет гиперурикемии и подагры, то он не обязан это все уменьшать в рационе. Считается, что не очень полезно красное мясо в больших количествах, особенно для женщин. При этом почему так? Так никто и не понял. Еще считается, что не полезно обработанное мясо. Опять же, почему так? Никто пока и не понял. Что значит обработанное? То есть это прежде всего какие-то фарши с наполнителями, сосиски, колбасы, то есть что-то, где кроме мяса еще что-то добавлено, или с этим мясом что-то сделали. Добавили туда соль, там, копчение, специи, какие-то консерванты и так далее. Такое впечатление, ну это, конечно, чистая конспирология, но иногда создается впечатление, что пищевая промышленность так не сильно заинтересована, чтобы провели такие нормальные исследования, ответили на вопросы, что же именно они добавляют, что вот эти обработанные продукты становятся такими неполезными. Пока что ответа нет. Так, американці кажуть, після 40 чоловік має з'їдати обов'язково стейк кожний день. Вопрос, Федя наш Головко спрашивает. Вопрос Наталья, а что по бобовым? И так ли нужен сыр?
что у нас так плавно разговор перешел в обсуждение К диете. к диете. Ну, Всем интересно подожди, поговорить про то, что мужчины поесть. хотят жить, они хотят выжить, конечно. продлить свою, они конкретные вопросы задают, послушали тебя. Люди с делают все выводы. хорошо, бобовые это белок, пожалуйста, на здоровье, если вы способны их приготовить так, чтобы вы потом были хорошо себя чувствовали и вам после них неплохо. То есть все это достаточно индивидуально, но в целом это хорошо, это полезно. И по последним данным, даже людям с подагрой бобовые можно и нужно. По сыру, сыр это хороший источник белка, хорошего полноценного жира и кальция. И что? На Это здоровье хорошо? Это хорошо. Да. Хорошая еда. Наташа Комедин пишет, эти данные про шкоду червоного м'яса беруться зі Штатів в основному, а в Штатах яловичина набагато жирніша, ніж в Європі і Південній Америці. Да, это правда. Это в основном американские данные. Оттуда, скажем, дует ветер на тему вреда. Но опять же, Штаты еще до недавнего времени были, скажем так, застрельщиками традиции все обезжиривать. Вот эти все 1% йогурты, кефиры, 0% твороги и прочее, это все пошло из Штатов. Потом они получили у себя страшную эпидемию ожирения и быстренько эти все рекомендации свернули, но не все знают, что эти рекомендации уже свернуты, и сейчас уже никто не рекомендует есть обезжиренные продукты. Это раз. Во-вторых, с учетом того, что Штаты проводили политику, ну, вот, связанную с экологическими всеми этими вещами, с изменениями климата, администрация Байдена это сильно эту тему качала годами, и коровы вредны для климата, они утверждали, и нужно сократить поголовье коровы, вообще продолжать производить говядину. Кто его знает, может это было тоже какие-то проплаченные исследования по поводу того, что красное мясо сильно вредно. Пока что вот четкого ответа на этот вопрос нету. Во всяком случае, лучше есть мясо, чем сидеть на рисе, как бы, Да, вот безусловно. как китайцы. Знаете Это же, что однозначно. китайцы впервые достигли, ну вот буквально 20 лет назад, достигли ситуации, когда, ну, практически исчез голод, потому что еще там 20-30 лет назад были, ну, как бы, были там сельские регионы, прежде всего, где, ну, как бы, люди удовлетворялись там миской там, или пару мисками риса в день. И это вот особенно, когда вначале читаешь там мемуары какие-то про начало 20 века, конец 19 века, вот эти вот были кули, китайские разнорабочие, которые там мигрировали в Америку, в Латинскую Америку, там, их использовали там на каких-то тяжелых работах. Так вот, там часто встречается, что он получал в день там миску риса, плюс еще там, ну, какой-то соус, там еще что-то. То есть курятина была, ну, как бы такое распространенная, но это было, ну, по праздникам, а свинина там это вообще по серьезным праздникам, там, да, то есть они реально голодали, и поэтому, ну, как бы, вот эти все рисовые диеты, там какие-то морские диеты, это все, это ни о чем от непонимания контекста, в котором находились люди там, ну, на протяжении большей части своей истории, потому что так зажиточно, как сейчас человечество живет, оно никогда не жило. Да, и человечество, ко всему прочему, вот сам, ну, скажем так, гены и система обмена веществ человечества, она не предназначена для того, чтобы, как говорится, жить в супермаркете и с доступными углеводами, доступной едой в любом количестве. То есть я понимаю, что это несколько так странно звучит. С одной стороны, мы тут говорим про белковое голодание и недоступность нормальных продуктов, но с другой стороны, доступны другие продукты. И в той же Америке эта вся эпидемия ожирения, она в основном касается не среднего и не высшего класса, скажем так. Это речь про людей, которые не могут себе позволить другую еду, кроме еду, купленную в супермаркетах и в фастфудах, которая дешевле. Потому что полноценная еда, хорошая, которая покрывает все потребности, и их не приходится покрывать углеводами, стоит дороже, и она недоступна. Стейк на Манхэттене стоит $100. Но, во всяком случае, когда я там был, то это очень вкусный стейк, очень вкусный. Ну, я так подозреваю, что даже американцы, которые хорошо зарабатывают, в общем-то, не могут себе позволить там стейк такой каждый день есть.
Или Вот. даже хотя бы 2 раза в неделю, потому что Да. считается, что красное мясо взрослому нужно есть 2 раза в неделю, то есть Мгм. далеко не каждый день. А все остальное время это птица, рыба и прочее. Еще такой момент, так, была мысль, потеряла. М, Что? Да, вот про особенности, снова-таки, мужчин и женщины. Не хотелось бы думать, что женщины, которые живут дольше мужчин аж на 13 или там 17 лет по разным подсчетам, что они так уж хорошо живут, их вот это все не касается. То есть вот женщины такие бронированные, железобетонные, они крадут же годы жизни у мужчин, эксплуатируют их, там, пилят, вводят в стресс, а потом такие радостно живут эти свои еще плюс 13 лет без мужчин. Это далеко не так, потому что все абсолютно описанные проблемы, разумеется, касаются и женщин. Просто женщина не умирает, а живет со всеми этими заболеваниями. Те же сердечно-сосудистые ожирения и диабет, это и про женщин тоже, но у женщин вот просто вот течение этих заболеваний проходит немножко иначе. То есть если у мужчин чаще будет инфаркт, и этот инфаркт будет крупноочаговый с риском умереть от инфаркта, то у женщин больше мелкоочаговых инфарктов, которые, кстати, не диагностируются, потому что считается, что у женщин инфарктов не бывает, и они безболевые и более маленькие, но зато они приводят к сердечной недостаточности, и женщина живет дольше, но плохо. У женщин бывает чаще сосудистая деменция, например, и женщины чаще доживают до вот этих проблем скажем, с ментального порядка, и это не только Альцгеймер, это тоже последствия атеросклероза, сердечно-сосудистых вот этих всех проблем, всей этой нашей экологии, особенностей питания и так далее, и недостаточности лечения, предубеждений против статинов, недоступности качественных препаратов и прочее. То есть женщины тоже страдают от всего этого. И вопрос здесь нужно ставить в том числе не только, а почему же у нас вот такие наш разрыв, еще раз он будет еще больше с войной, а в том числе почему у нас в целом люди живут меньше, чем в Европе. И анализировать еще и вот эти данные. Смотри, я думаю, сейчас мы закончим. Уже Бежанова пришла, Да. у нас следующий эфир. Она пишет, что еда в этом в Штатах просто яд. Вот. Но она долго там живет, знает, я так понимаю, о чем говорит. Вот. Ну, мне кажется, у нас мы хорошие вообще подняли. Я предлагаю В принципе, все сказали, я что хотели. я предлагаю каждую неделю вообще делать. Вот или через раз в 2 недели. Вот, ну, потому Раз в что 2 недели, каждую неделю я не потяну. людей интересует здоровье, а я вижу, что надо разворачивать этот дискурс. Вот, будем просвещать людей. Потом поддержите сбор на 63-ю бригаду. Сегодня у нас такой случай интересный получился. Маша Тоновицкая попросила для подразделения мужа собрать 180 тысяч на рэп, потому что под Лиманом идут тяжелые бои, и там появились подразделения россиян, которые, ну, начали очень так серьезно досаждать нашим ребятам. И я запустил в телеге сбор, и мы его за 5 минут закрыли. Ну, я, честно говоря, сам офигел. На 180 тысяч, там 80 тысяч уже было собрано. Короче, 100 тысяч перекрыли, даже больше, 130 тысяч. Но потом оказалось, что парень, который кидал, он вместо $250 кинул $2500. И получилось, что этот один человек вот просто все перекрыл, но он ошибся. Поэтому я сразу остановил сбор. Вот. А потом оказалось, что вот нужно ему эти деньги вернуть, потому то, что он как бы должен был себе оставить, мы вернули ему назад. И продолжаем этот сбор дальше. Там не так много осталось, буквально 50 тысяч гривен, по-моему. Поэтому поддержите этот сбор, рэп там на несколько частот, который им очень нужен, поскольку это наши медоеды, во-первых, а во-вторых, это наши защитники, которые позволяют нам в том числе сейчас свободно вот на такие темы общаться. Поэтому в описании к эфиру я поставил этот сбор, в этом, господи, в Вайбере, в телеге у меня тоже, как бы, я вернул данные. Я думаю, что мы сейчас за вечер это все закроем. Наташе, большое спасибо. Ну, очень интересно и доступно, самое главное. И мы сейчас с Ольгой Бежановой продолжим разговор по поводу демократической зачистки Трампа, ну, потому что там такие интересные события происходят. Маск написал вот буквально несколько минут назад, что любит Трампа так сильно, как может вообще любить гетеросексуальный мужчина, в принципе. Поэтому, ну, что-то как бы там вот реально интересное происходит. Поэтому сейчас мы будем разбираться с Бежановой
о чем там и как. А потом у нас 20:00 эфир с Арестовичем, Кусой и Чедолумой будет очень хороший по новому мировому порядку. Ну и Трамп опять-таки уже куда? Работаем, отрабатываем новую повестку. Все, пока грантоеды в растерянности. Обнимаем, спасибо, Наталья. Спасибо. И пока. Сейчас будем с Бежановой начинать. Пока.